Это просто кормушка для вот этих вот ребят. Закончили с ними. Всем привет! Сегодня важнейшее видео с деталями, все как вы любите. Сегодня я хочу поднять вопрос и показать вам свое видение. То, где нужно брать деньги, где деньги ЗИН. Куда зарыты те деньги, которых так сейчас не хватает нашим воинам в борьбе с рашистами. Вот вы видите, каждый день сборы волонтеров не прекращаются. Все говорят донатить, 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 но никто почему-то не задает вопрос государству. А вообще-то это должно быть на первом месте. И я вам сейчас покажу, что будет, если я приду к власти. Вот сейчас вы можете видеть, можно сказать, структуру управления нашим государством. На сегодняшний день в Украине есть 17 министерств. Друзья, вы вдумайтесь, 17 министерств. В стране, в которой было до войны 35 миллионов населения, сейчас там по некоторым данным 28-29. После войны будет, когда откроют границы, еще будет меньше. Но факт не в этом. Сейчас у нас аннексировано 20% территории. Но тех же 17 министерств все равно есть. Я не буду вас сегодня грузить коррупционными скандалами, об этом поговорим в воскресенье 20:00 по киевскому времени, 19:00 по Европе на стриме. А сейчас давайте переходить к делу. Министерство инфраструктуры. Пошли вон. Нам не нужно Министерство инфраструктуры. Никакой инфраструктуры у государства быть не должно. Все должно быть приватизировано под ноль, вплоть до дорог. И тогда не нужно никакое министерство, и не нужны вот эти вот кровосиси, которые там сидят, и ничем другим, кроме как воровством, не занимаются. И занимая шикарнейшее здание в центре города Киева. Идем дальше. Министерство молодежи и спорта. Оно нужно, скажите мне? В какой-то еще стране, кроме тоталитарных, государство финансирует спорт. Посмотрите, сколько платят за олимпийскую золотую медаль в Великобритании, в США. Почти ничего не платят или ничего не платят. Спорт есть аматорский и есть профессиональный. Профессиональный зарабатывает на себя сам. Аматорский никто не должен финансировать. Сборная Германии по футболу, это топовая сборная, долгое время на майках был Мерседес. Спонсировал, огромный был спонсорский контракт. Это все рекламная площадка, это все, даже если мы говорим о сборных, может себя само окупать. По поводу молодежи. Министерство молодежи. В Украине молодежь поумнее всех министров вместе взятых. Учитывая тем более современные технологии. Спросите, выйдите на улицу, или если меня смотрит молодежь, вам нужно какое-то министерство? Пошли вон. На Министерстве спорта воруются деньги, вот что я могу сказать. Идем дальше. Министерство обороны. Не трогаем, это наша основа. Такое министерство должно быть. Другой вопрос, что оно должно быть реформировано. И туда должны прийти люди не Резниковы. Далеко не Резниковы. Поверьте, есть много ребят, которые после войны придут туда работать с пониманием вопроса. Мне нравится Сазова, Тавр, парень очень хорошие вещи правильные говорит. Какой Резников вообще может быть? Но министерство, конечно, такое нужно. Дальше идем. Министерство образования и науки. Никакого министерства образования Украине не нужно. Каждая школа, во-первых, большинство школ должны стать частными. Каждая школа в состоянии определиться, какой методики они хотят придерживаться и конкурировать в открытом рынке между собой. И тогда родители будут выбирать, я хочу вот эту программу, в интернете сели, посмотрели, что предлагает школа и приняли для себя решение. Но вся концепция меняется, я сейчас буду говорить коротко и о главном. А какая наука может быть в Украине? Тем более, какой наукой занимается государство? Себастьянович мне на подкасте рассказывал, зайдите посмотрите, чем занимается это министерство. Земельки какие-то в аренду, какие-то площадя в аренду, какие-то дедушки по 90 лет сидят. Где наука, где эти дедушки? Наука есть там, где свободный рынок, корпоративное право, деньги и свобода. Вот почему Илон Маск появился в США и все другие. Потому что здесь все это есть. А в Украине нет ничего из того, что я перечислил. Значит, не нужно министерство. Пошли вон. Дальше это шедевр. Министерство по делам ветеранов. И вот в прошлом видео я вам показывал, что Резников уже умничает, как должны себя вести люди и что чувствовать, видя перед собой ветерана войны. Люди прекрасно знают, и я знаю, что будет каждый чувствовать, видя ветерана войны. Это будет только уважение от людей. А будет ли их уважать государство? Я утверждаю, что не будет. Об этом прекрасно позаботиться, если мы говорим про какие-то социальные вещи, Министерство обороны. А вот это вот очередной распил. Пошли отсюда. Идем дальше. Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Показываю вам. Сельское хозяйство не нуждается ни в каком министерстве. Украинские фермеры одни из лучших в мире. Если они что-то не знают,
Они съездят в Америку, в Нидерланды, в Израиль, привезут современные технологии, и министерство здесь никакой роли не сыграет. Министерство не может повлиять на погоду, министерство не может повлиять на чернозем, министерство ничего не знает лучше, чем частный собственник. Поэтому до свидания. Министерство экономики, конечно же, и торговли нужно, но всех на выход, и там будут работать в 10 раз меньше совсем других людей. Продолжаем. Минкульт и информационной политики. Министерство культуры и информационной политики. Знаете, чем они там занимаются? Цензурой. Придумать, как только цензурировать все. Как контролировать интернет. Они думают еще до сих пор, что это возможно. Ну и помним все Ткаченко и все, кто были до них. В Украине всегда финансировалось кино и все остальное из госбюджета. Закончили с этим раз и навсегда. С этими Юрой Горбуновыми, с Поворознюками, с сериалами на время войны и фильмами на 400 миллионов гривен, с выделениями для Елены Кравец на телеканале «Дом передач» за $1 миллион во время войны. Просто с этим закончили. Министерство внутренних дел нужно совсем по другой философии жизни, совсем в другом количестве. Все до свидания, почти все. Все новые люди должны туда зайти. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. С чем это помогло государству? Скажите, мы в итоге еще больше территорий потеряли. Так какой с них прок? До свидания. Министерство развития общин и территорий. Вдумайтесь, прокатайте себе это в голове. Министерство развития общин и территорий. Каждая община при полнейшей децентрализации, то, что я предлагаю, сама решит через приложение, куда тратить деньги, куда не тратить деньги. И не будет больше вот этих стадионов, озеленений во время войны. Каждая община имеет мозги распорядиться своими деньгами. Им не нужна в этом помощь государства. Свободны. Министерство социальной политики. Это насмешка над людьми вообще. Министерство социальной политики, где пенсия 50 евро. Закончили. Замок на здание, приватизация, с молотка уходит частному предприятию. Министерство юстиции нужно, на него в итоге ляжет много функций, потому что я предлагаю расформировать налоговую и кое-какую спецслужбу, но об этом я расскажу позже. Министерство финансов. Это кормушечка таких, как Сергей Марченко, который сейчас рассказывает, что это война на выживание, нужно больше налогов, поднимать налоги, МВФ, дай денег. Он ничего вам не предлагает. Ёрзает что-то. Я делал целый разбор на его интервью. Это просто кормушка для вот этих вот ребят. Закончили с ними. Министерство здравоохранения нужно тоже совсем в другом количестве, совсем с другими функциями. Все на выход, совершенно новые молодые люди туда придут работать. Министерство цифровой трансформации. Это любимейший Федоров, Дия. Если вы хотите какие-то функции оцифровать, конечно, это нужно сделать, типа Дии. Это можно заказать у какой-то одной, двух, трех, 50 частных IT-компаний. Для этого министерства не нужно. А чем занимается Федоров, вы очень скоро узнаете и очень сильно разочаруетесь. Проехали. Министерство иностранных дел, конечно, нужно тоже с другой философией. Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Это все профанация, опять здания дорогущие в Киеве. Практической пользы никакой. Поэтому с ними тоже нужно заканчивать. Считаем, что у нас осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Было 17, стало 6. 6 министерств. 11 министерств мы закрыли, приватизировали здания. Эти люди, которые годами, многие десятилетиями, многие по 20 лет там работали, которые создавали нам благо, которые создавали систему, в которой мы живем, они пойдут в этот рынок. Многие из них, кстати, не бедные, пойдут инвестировать, создавать бизнес, пользоваться всеми благами, которые они сами для себя создали, будучи в важных кабинетах частью системы. Давайте еще раз перечислю то, что нужно оставить. Министерство обороны, Министерство экономики, МВД, Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции. Все. И больше ничего Украине не нужно, достаточно. По количеству людей там это будет тоже глобальное сокращение. Вы не представляете, какие суммы, я потом позже расскажу с цифрами, какие суммы освобождаются. И это нужно делать не из-за войны. Это нужно было делать Зеленскому в первый день, когда он пришел во власть. Вот такое вот все вывесить у себя там на круглом столе. Вот так срывать бумажки и закрывать это все. И вот что есть настоящая реформа. А у нас, они говорят, Гетманцев и Марченко, Министерство финансов, которое я уничтожу, они говорят,
Да нет, налоги нужно поднимать. То есть доход, есть расход. Доходов все меньше, расходы растут. И чувак говорит, давайте просто соберем больше налогов, чтобы у нас было чем покрывать расходы. Нет, в частном секторе в таких случаях сокращают расходы. А у нас отжимаются территории, но зам Ермака, Шурма пилят денежки на электростанциях, как оказалось, как показали расследования. За куртки, обо всем этом мы поговорим, Минобороны, на стриме завтра. Но вы же видите, что происходит. И скажите мне, что с 6 министерствами Украина не сможет функционировать, тем более после войны. Еще как сможет. И вот это есть настоящая реформа. Это еще не сказал про НБУ, про некоторые службы. Там миллион всего, кроме министерств. Мы сейчас так, о самом главном говорим. Это освобождаются миллиарды долларов, друзья. Довоенный бюджет Украины был 40 миллиардов долларов. Это все освобождаются миллиарды долларов, которые Украине есть куда потратить. А так у нас есть Министерство социальной политики. Но мы нигде не наблюдаем условий для инвалидов, для пенсионеров. Сейчас военные поприходят с войны бесконечности на инвалидных колясках, там, с протезами, еще с чем-то. Ну, с протезами не нужны особые условия, но многим будут нужны. У нас ничего этого нету. Но Министерство социальной политики у нас просуществовало 30 лет. И деньги выделялись каждый год. Вот и все. Но вам будут рассказывать совершенно другое. Вам будут говорить, а давайте не 17, а 27 министерств после войны. Министерство восстановления давайте сделаем. Министерство распила давайте сделаем. Министерство поствойны, еще что-нибудь придумают. Обязательно все сделают. Но все будут беднее, проблемы будут увеличиваться. А они все равно будут богатеть, эти чиновники. Но знаете, что в этом всем самое страшное? Что многие люди будут их поддерживать. А я вам предлагаю вот такую программу реформ. Напишите в комментариях свое мнение, мне просто интересно. И поверьте мне, сейчас по миру, то, что вы будете видеть, и то, что я рассказываю на своем канале, только такие реформы. Все уже поняли, умные страны и граждане этих стран, начиная с Сальвадора, сейчас Аргентина, США, дай бог Украина, все, косить государственные расходы, а не налоги повышать. Налоги должны быть в Украине вообще минимальными. Ну, не буду вас перегружать, на все вопросы отвечу на стриме. Очень важно ваше мнение. Еще раз говорю, напишите в комментариях ваше мнение. Кто первый раз на канале, кто не подписан, подпишитесь, лайк, колокольчик. Все это очень важно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.